Всем привет! Это у нас котик Арчик, красавчик Арчик. Он гуляет по окрестностям, по соседним дворам, прыгает, лазит. Ну, в общем, он очень активный. И Ирина заметила как-то, что он лижет лапу. Лижет заднюю лапу слишком часто, посмотрела, там немножко кровило. Короче, понадобился визит к ветеринару. Первый раз ездили без меня. Вот его упаковали, повезли. И через 4 дня уже надо было ехать на перевязку. У него лапу замотали, и надо было делать перевязку. В этот раз поехал и я. И вот она клиника. Тот, кто смотрит мой канал постоянно, вот эти кадры знакомы. Эта клиника находится рядом в городе Фельдкирхен. Мы там приезжали на осмотр. Вот и котика Вилли перевозили, всех. Итак, сегодня Арчику предстоит перевязка. Я вам покажу весь процесс. Вот, ветеринар любезно согласилась, разрешила мне снимать, поэтому для тех, кто как бы в этой теме, может быть, будет интересно, как это делается в Австрии. Оказалось, что там нагноения какого-то процесса воспалительного там не было. А вот, тем не менее, лапку надо было поберечь. Он сорвал ноготь. Он сорвал ноготь, соответственно, должен вырасти новый правильным образом. И лапку в течение месяца придется ему бинтовать. При этом ему вот сначала сейчас накладывается мазь дополнительно, там 2 мази, смесь. Естественно, никаких прогулок у Арчика на этот месяц не будет. Вот сейчас мы ожидаем, там в соседнем помещении идет операция, оперируют собачку, вот, а мы ждем, когда нами займутся. Клиника, прекрасное оборудование, посмотрите, на канале есть ролики про кота Вилли, про котят, как мы их вот сюда привозили. А я тогда делал некоторую экскурсию по вот этому кабинету. Это частный ветеринарный кабинет, но тут полностью все оборудовано. Ну вот все, снимается вот повязка, которая была наложена в прошлый раз. Арчик, на удивление, ведет себя очень спокойно. Он такой воспринимает все с достоинством, хотя ему, конечно, не очень нравится. Съемкам немного мешал очень яркий свет. Ну, то есть там специальная лампа медицинская освещает, чтобы врачу было лучше видно, но при этом на камеру как бы вот, ну, может быть, это и к лучшему. То есть смотреть на вот эти детали, может быть, и не стоит. Где, когда это случилось? Ну, Ирина заметила это недели 2 назад. Какое-то время просто наблюдала, посмотрела, занозы вроде не было. Вот. Но потом посмотрела, что, во-первых, кровит, что он часто слишком лижет. Вот. И было принято решение его отвезти к ветеринару. Оказалось очень правильное, своевременное. То есть там ничего не начало гноиться, во-первых. Во-вторых, если вот не поберечь сейчас лапу, не сделать все, что необходимо, ну, есть риск, что не вырастет или вырастет неправильно. Ну, это коготь, это очень плохо. Vielleicht nicht ein Monat. Es ist jetzt schon sehr schön. Wir werden einfach kontrollieren und vielleicht geht es schneller. Vielleicht so, ich würde halt nicht länger als 4 Tage den Verband drauflassen. Das haben wir jetzt. Арчика немножко придерживали. Вот он, конечно, немного испугался, у него лапы дрожали. Иногда он так вот начинал суетиться, но в целом прошло гораздо спокойнее, чем можно было бы ожидать. Мы договорились, что она сделает первые там 4-5 перевязок, потом их надо делать раз в 3 дня, раз в 3-4 дня. Ну, потом Ирина уже, ну, вместе мы будем сами делать перевязки в дальнейшем. А первый, когда вот накладывается мазь, и заодно она контролирует, как все происходит. Ну, тут специальный пластырь, вот из него делается такой чулочек. Вот Арчик просто глаза закрывает, ну все, говорит, делайте со мной, что хотите, говорит. Все, я, говорит, я на все готов.
Ну, вот, подсушивает. А сейчас будет наложена мазь, и сверху это все вот в пластырь. А на удивление Арчик спокойно воспринял и то, что его перестали пускать на улицу. Он вообще такой вот фаталист, котик. Вот надо вам перематывать мне лапу, ну перематывайте. Вот пускаете гулять, как хорошо, я пойду гулять. Не пускаете гулять, тоже хорошо, я не пойду гулять. В общем, он нам таких больших беспокойств вот с этой своей раной не доставил. Вот, а мы его просто сейчас... Просто надо поберечь, чтобы у него нормально коготь вот этот вырос, и все как бы восстановилось. Ну, а то, что месяц без прогулок, нам же и спокойней. Вот, наложила мазь. И сейчас будет ему одевать, вот, делать вот этот чулок. Вот так. И по бокам залепляет. То есть вот все вот эти пластыри, все это уже придумано. Ну, как бы действительно смотришь, удобно очень все сделано. Теперь надо замотать сначала, не затягивая, как бы сформировать вот этот чулок, а потом сверху, ну как типа резинки на носке, а сверху сделать немножко потуже, чтобы он не снимал. Он попыток снять не предпринимает. Он дергает лапой так смешно, но того, чтобы он начинал грызть, там пытаться снять, стянуть вот этот свой чулок, нет, такого нету, к счастью. То есть он, ну надели, ну буду носить, значит, вот так лапой дергает. Она аккуратно там волосы ему освобождает, чтобы не тянуло. И он по квартире и прыгает там с этим чулком, и как бы... Вот. Ну, он ощущает только то, что его перестали выпускать на улицу перестали. Ну, это для него, конечно, вот такое неприятность. Потому что он до этого очень много гулял, но... Ну, что поделать? Где он умудрился сорвать коготь? Ну, кто его знает? Где угодно. Он, в общем-то, очень активно везде прыгал, бегал. Вот, поэтому... Вот хорошо, что Ирина просто засекла этот момент. Ну вот все, он встал, идет лапой, дрыгает и прячется вот опять под тумбочку вот эту. Говорит, совсем, говорит, что-то вы меня обижаете. Ну, в этот раз такая в большой перевозке его. Вот, и нам с собой тоже дает на всякий случай пластырь. То есть если вдруг он там намочит с ним, ну что-то произойдет с пластырем тем, чтобы просто восстановить и до перевязки, чтобы у него было нормально, лапа изолирована была. Ну вот видите, он такой немножко расстроенный, конечно, но он, честно говоря, он всегда такой немножко сонный. Вот. Ирина, вот у Ирины, оказывается, есть швейная машина. Меня как-то спрашивали в ролике, а Ирина шьет? Я подумал, то вроде нет швейной машины. Оказывается, у нее есть швейная машина. Вот, и она себе делала домашнее платье. Ну, котик Вилли заправляется. В общем, к Арчику мы, конечно, сейчас проявляем такое повышенное внимание. Вот, ласково очень. Вот, и стараемся его как-то ему скрасить вот это время. Ну, вот вечером я там с бокалом устроился. У меня 2 бокала. В одном натюр шампанское, а в другом там в кувшинчике смесь с безалкогольным. В общем, нам предстоит месяц забот о котике Арчике. Ну, будем надеяться, все заживет, коготь вырастет и все будет хорошо. А на этом все. Пока-пока.